Недавно мы с Евгением проводили расследование о резкой смене климата в XVIII веке. Но, как это часто бывает в эфирном поле, мы вышли на след куда более масштабной нити событий. Нити, которая соединяет климатическую катастрофу, описанную только намеками, исчезновение народов и закопанные города, мамонтов, у которых в желудке все еще свежая зеленая трава, гибель древней империи Русь, падение Византии, рождение нового культа в Ватикане и создание новой религии – христианства, построенной на руинах и энергии еврейского народа, хранителя кода божественной мудрости, света и миссии единства. Все эти разрозненные тайны неожиданно сложились в один узел, в один смысловой вектор, который требует дальнейшего исследования. Ни я, ни Евгений не знаем истории Израиля так глубоко, как хотелось бы. Но эфирное пространство хранит черновик истории, тот исходный файл, в котором остался истинный отпечаток всех событий и всех решений. И именно туда мы идем, чтобы получить ответы, которые так долго ищет человеческая душа. Меня всегда удивляло, как христианство вообще может существовать как цельная доктрина. Ведь стоит открыть церковные книги, сравнить их с Торой, со Старым Заветом, и сразу становятся видны фундаментальные противоречия. Но прежде чем мы нырнем в эту тему глубже, нам нужно поговорить о другом. О языке эмпатического чтения. Том самом языке, который понимает эфир и которым когда-то владел каждый человек. Нейропсихолог Алан Шор назвал телепатический дар именно эмпатическим даром. И это важнейший нюанс. Потому что эмпатический дар – это не умение читать мысли, не мистика и не эзотерическая фокусировка. Эмпатический дар – это энергия божественной любви, код мироздания, вибрация порядка, гармонии и справедливости. Наше внимание – это уже акт творения. То, куда мы направляем внимание, начинает разворачивать реальность. Но энергия эмпатии – это не просто внимание. Это луч света, который несет код порядка. Луч, который находит искажения, узлы, контракты, ложь и высвечивает их так, что они растворяются. Изначально этот дар был встроен в каждого человека. Это был естественный орган, такой же нормальный, как зрение или слух. Но человек потерял его, когда пошел против своей природы и против конов Вселенной. С этого момента началось расщепление, потеря внутренней связи с душой и потеря связи с источником. И с этого же момента человек стал уязвим к лжи, манипуляции и магии, к тому, что искажает волю. Вот почему я говорю, мой дар не чудо. Это память о том, что изначально встроено в каждого из вас. Нормально видеть суть происходящего. Нормально чувствовать намерение другого. Нормально различать, где любовь, а где манипуляция. Потому что в основе всей человеческой деградации лежит ложь. Магия – это энергия искажения, а эмпатия – энергия раскрытия. Магия завязывает узлы, эмпатия распутывает. Магия прячет мотивы, эмпатия показывает их в чистом виде. Эмпат распознает контракт и выводит его на свет. Эмпат растворяет узел своей энергией. Эмпат возвращает человеку свободу. И теперь представьте мир, где каждый человек видит намерения других насквозь. Это мир без предательства себя. Мир без манипуляций. Мир, где каждый выбирает из знания, а не из страха. Это мир, где между душой и источником света больше нет посредников. Теперь вы понимаете, почему я говорю, что потерянный эмпатический дар – это и есть тот самый утраченный орган, символически описанный в истории Адама и Эдема. Библия написана не историческим языком. Она написана языком психики, языком образов, метафор и чувств. И когда я говорю «Библия», я говорю о Торе.
Если вам интересно понять разницу между Торой и поздними добавлениями, напишите в комментариях, и я запишу отдельное видео. Но сегодня нам нужно разобрать язык метафор, потому что именно он поможет вам расшифровывать не только язык моих сеансов, но и язык собственных снов и видений. Потому что внутри каждого из нас уже встроен инструмент исцеления. Я называю его внутренним целителем. Ведь каждая душа имеет право знать правду. Кто перед ней стоит, с какой целью пришел и с каким намерением. В человеческой природе изначально был встроен механизм распознавания и очищения всего, к чему прикасается внимание. Но сейчас наша задача вернуть этот дар. Язык эфира, Вселенной и подсознания – это, по сути, один и тот же язык. Просто в разных традициях его называют по-разному. Кто-то говорит язык Бога, кто-то язык души, кто-то язык поля. Но суть остается одной – это тот уровень общения, где слова больше не главные. Там важнее образы, состояния, ощущения и тонкие смещения в реальности. Мы с вами привыкли к языку логики. Это язык левого полушария, факты, даты, формулы, доказательства. У него есть функция – это строить порядок. Но у жизни есть еще один слой, еще один способ говорить с нами. И это уже язык не головы, а души. Не как правильно, а как на самом деле. Эфир, Вселенная, подсознание никогда не говорят с нами прямым текстом. Они не пишут письма на русском или английском. Они говорят иначе, через образы, метафоры, ощущения в теле, странные совпадения, сны, внезапные фразы, которые вы слышите как будто случайно. Если мы хотим быть в диалоге с жизнью, нам нужно вспомнить этот язык. Подсознание говорит с нами через 4 главных канала. Первый канал – тело. Тело – самый честный переводчик эфира. Когда вы идете не туда, тело напрягается. Когда соглашаетесь на то, что душе отвратительно, тело сжимается, болит, немеет. А боль, не связанная с какой-либо травмой, часто письмо от подсознания. Второй канал – это эмоции. Эмоции – это мгновенный ответ души. Раздражение говорит: здесь нарушают границы. Когда чувствуете страх, то ваша душа говорит: здесь есть риск. А когда чувствуете тоску, то душа кричит: ты живешь не своей жизнью. Друзья, эмоции не хорошие и не плохие. Они информативные. И третий канал – это образы и сны. Сны – это кинотеатр вашего подсознания. Дом во сне – это вовсе не дом, это вы сами. Когда вам снится полет, то это не фантазия, а выход за пределы ограничений. Опоздание – это не про часы, это про внутреннюю готовность. Душа не ругает и не критикует вас. Она не говорит, что ты плохой. Она говорит: здесь узел, здесь искажение. Здесь контракт. Когда мы входим в эмпатическое состояние, в альфа-ритм, то мы начинаем понимать этот язык. Эмпатический дар – это не чтение мыслей, это энергия божественной любви, код гармонии, луч света, который находит искажения и растворяет их. Когда-то этот дар был встроен в каждого человека. Это был естественный орган души. Но человек потерял его, когда пошел против собственной природы иконов Вселенной. Вот почему я говорю: мой дар не чудо. Это память о том, что есть в вас эмпатия, противоположна магии. Магия скрывает, а эмпатия раскрывает. Магия завязывает узлы, а эмпатия распутывает. Магия манипулирует, эмпатия возвращает свободу. Теперь представьте мир, где каждый человек видит намерения других насквозь. Нет предательства себя, нет манипуляций, есть выбор, основанный на знании, а не на страхе. Библия, если говорить честно, написана не историческим текстом. Это язык образов и психики. И когда я говорю Библия, я говорю о Торе.
Если хотите, я запишу отдельное видео о разнице между Торой и поздними религиозными надстройками. Но сегодня нам важно разобраться в языке метафор, потому что это ключ к расшифровке ваших снов, моих сеансов и всех сообщений жизни. Внутренний целитель встроен в вас по праву рождения. Он всегда говорил с вами. Просто вы перестали слышать и понимать его послание. И сейчас наша задача вернуть этот язык. Если смотреть на наш сеанс как на кино, то сначала кажется, что это просто яркие, местами жесткие сцены. Военный, крюк пирата, черный купол над севером, Люцифер с ковчегом, замазанные фрески, разделенные народы, перемешанные языки. Но если мы смотрим не глазами потребителя, а глазами исследователя поля, то становится видно главное. Все эти метафоры складываются в один цельный узор. Сценарий перехода власти от живого божественного культа Всевышнего к культу смерти, контроля и фальсификации реальности. И этот узор не про то, что было давно и далеко. Это отправная точка нашей современной истории, в которой власть по-прежнему принадлежит тем, кого я называю исказителями и фальсификаторами. В нашем расследовании видно, что Ватикан начал играть эту роль задолго до того, как был убит византийский царь Андроник Комнин. В поле четко читается, что еще до его гибели в Византии 740 лет назад, а не 2000, как нас убеждают фальсификаторы истории, в Ватикане и провинциях Рима уже работал культ Сатурна. Культ смерти, обрезание времени, сжатие жизни в рамки страха и вины. Понтифик на человеческом языке означает «верховный жрец культа». Папа Римский и сегодня носит титул понтифик, то есть верховный жрец, и он всегда ставил на престолы своих людей, лояльных не народу, не Богу, а именно культу. Придворные интриги, заговоры, подмена, сокрытие истины, подмена наследников двойниками – все это в поле выглядит не как случаи истории, а как последовательная операция по захвату власти в Византии в начале XII века. Именно тогда и происходили крестовые карательные походы понтифика на Византию и Израиль. Дальше эфир показывает самое болезненное. Примерно 740 лет назад был убит тот, из кого позже сделали культ Мессии. Фальсификаторы переписали и удлинили историю, растянули хронологию. Из обычной, в человеческом смысле, семьи византийских князей создали объект поклонения. На Андроника навесили ярлык спасителя, а параллельно ярлыки предателя, изгоя, раскольника. И этот двойной взаимоисключающий образ до сих пор лежит тяжелым отпечатком и в его душе, воплощенной сейчас в Евгении, и на всех участниках его рода. Это напоминает ситуацию, когда человека при жизни объявляют одновременно святым и проклятым, так, чтобы он сам уже не мог узнать, кто он на самом деле. Мать Андроника, Ирина Владимировна, в поле считывается как живой, сильный женский корень, хранительница кода рода. Но в официальной версии ее переписали в девственницу Марию. Ее живой опыт, ее материнство, ее конкретные решения были стерты. А вместо этого создан возвышенный, но нечеловеческий образ, удобный для культа. Странная девица, которая имела внебрачные отношения с каким-то духом и родила не наследника, нет, по правилам внебрачного сына, а значит того, кто не имеет права на престол, и того, чей отец какой-то дух, соблазнитель девственниц. Если честно, то я никак не могу прийти в себя от увиденного и того, насколько гнусной и безобразной ложью опорочил культ современного христианства душу нашей семьи. Ее муж Исаак в поле вполне конкретен. Живой мужчина со своими достоинствами и слабостями. Но на него повесили ярлык дедушки-импотента, вставной фигуры в чужую генеалогию.
Дети в этой связке были просто стерты из памяти, хотя даже в Новом Завете названы имена братьев Иисуса, то есть Андроника, и упоминаются сестры, но их энергию раздробили и использовали как топливо для эгрегоров культа Сатурна, переименованного в культ христианства. Так работает магия фальсификации. На уровне поля это выглядит как операция. Берут живую линию, вырывают ее из контекста, вынимают из нее человеческое, вставляют туда искусственные титулы, легенды, сказки и ритуалы и запускают это в массы. Эфир при этом показывает еще одну важную деталь. Эта ложь не существует сама по себе. Она поддерживается постоянно, как перезапускаемая программа, круговоротом магических ритуалов, запечатанных в церковные обряды. Каждый раз, когда миллионы людей повторяют один и тот же текст, один и тот же символический жест, но не понимают, что за этим стоит, они невольно подпитывают ту самую подмененную реальность. Если описать это максимально честно, то христианство в эфирном поле проявляется не как религия освобождения, а как новая мировая религия контроля над телом, разумом и душой человека. Религия, где тело объявлено источником греха, разум подозрительным, а душа зависимой от посредников. Религия, где живую связь с источником подменили цепочкой иерархий, догматов и запретов. И ключевой инструмент этого контроля – фальсификация реальности. Когда человеку много поколений подряд рассказывают, что светлое – это черное, а черное – это светлое, что любовь – это жертва, а жертва – это норма, что Бог – это тот, кто карает, а не тот, кто оживляет, то начинается духовное опустошение. Когда я в юности впервые увидела внутренний антураж церкви, то подумала: Бог садист какой-то. Это как до такого надо было додуматься, чтобы жарить вечно людей в сковородках. Человек перестает чувствовать себя истинным, он живет в чужих ярлыках, чужих мифах, чужих сценариях. У него забрали память о том, кем он был и кем может быть. Культ украл не только душу человека. Культ христианства украл у человека Бога. А вместе с памятью о себе истинном и о единстве с источником забрали и волю. Теперь давайте вернемся к метафорам сеанса и посмотрим, как они складываются в цельный узор. Военный, пронзающий человека штыком и забирающий сияющую энергию – это не только сцена убийства конкретного правителя. Это образ системной операции, где через насилие из живой души выкачивают ее сущностную силу и перенаправляют ее в сектор магии и интерферентов. Что указывает на манипуляцию и ложь, кармическую ответственность перед жертвами. Пират с железным крюком, на котором висит Российская империя, это не карикатура, а точная метафора. Империя держится не на корнях, а на захвате, на искусственном крюке, вбитом в чужую историю. Ватикан, стоящий на разрушенных святынях, с ковчегом в руках Люцифера, это образ центра управления мифами и эгрегорами. Там, где раньше был живой храм связи с источником, поставлен трон контроля. Ковчег в руках Люцифера – метафора захвата божественного кода, который используется уже не как источник жизни, а как батарейка для технологий влияния. И летающие тарелки, выглядящие в поле как устройство, питающиеся этим кодом, лишь подчеркивают. Речь идет не о бытовой религии, а о проектах планетарного масштаба. Инопланетяне и их тарелки. Это метафора создания магической искаженной реальности с другой паразитической формой существования. Фреска в Айя Софии с замазанным ликом Ирины и дорисованным лицом Христа поверх портрета царя – это наглядная демонстрация магической операции. Сначала стираем настоящую женщину, ее историю, ее линию. Потом рисуем поверх новый образ – вечной Богоматери и вечного Спасителя. Так подлинная история семьи превращается в миф, а миф – в инструмент управления сознанием всего человечества.
Портал над севером, глаз Демиурга и климатическая аномалия – это часть того же узора. Смена климата в сеансе выглядит не как случайная природная катастрофа, а как удар по самой ткани мира. После него многие территории опустели, народы исчезли, ландшафты изменились, и на эти пустоты пришли новые хозяева. Это и есть расчленение мира, о котором говорила формула сеанса. Если сложить все эти метафоры вместе, мы видим не набор фантазий, а цельный сценарий. Сначала удар по климату и пространству. Затем захват территорий, переписывание языков, подмена имен, убийство ключевой династии, превращение ее в культ, договор Ватикана с Люцифером о контроле над мифами и сознанием. И как финальный слой – создание новой мировой религии, которая держит под контролем тело, разум и душу. Почему нам важно это видеть? Не для того, чтобы впасть в очередной страх или теорию заговора, а для того, чтобы понять, ровно то же самое происходит внутри каждого человека. Когда вашу личную историю переписывают, травмы, культы, абьюзивные системы, вы начинаете верить, что вы не тот, кто вы есть, что вы виноваты, недостойны, грязные по умолчанию, что вам нужен посредник, чтобы вообще иметь право дышать и жить. Это и есть духовное опустошение. Наше расследование показывает, что если на уровне поля можно распутать узел фальсифицированной истории, то же самое можно делать и на уровне души. Эмпатический дар – это инструмент противоположной магии. Магия завязывает узлы и поддерживает их через ритуалы. Эмпатия высвечивает узел, называет его по имени и помогает ему раствориться. Магия говорит: «Ты никто без нас». Эмпатия говорит: «В тебе уже есть внутренний целитель, вспомни его». Поэтому, когда мы с Евгением идем в поле и видим эти образы, наша задача не просто рассказать сенсацию, наша задача показать механизм. Механизм того, как подмена реальности приводит к потере себя. И механизм того, как через честное эмпатическое чтение, через альфа-состояние, через восстановление связи правого полушария с душой можно вернуть себе память, волю и право быть собой. Создание новой мировой религии в этом расследовании не просто сюжетная линия, это зеркало. Зеркало того, как миллиардам людей постепенно отключали внутреннего целителя и навязывали внешнего посредника. И если мы видим, как это было сделано на уровне империй, то мы уже сделали половину пути к тому, чтобы перестать позволять делать это с собой на уровне своей личной жизни. И теперь самое важное. В момент, когда мы увидели весь узор подмены, магии и фальсификации, во мне поднялась волна того, что я могу назвать только праведной яростью, не злостью, нет, а той самой силой, которая просыпается, когда душа наконец распознает ложь, внедренную извне. Я вспомнила себя подростком, когда впервые почувствовала несоответствие и ложь церковного учения. Тогда я только удивилась. Сейчас я увидела весь механизм целиком, и в этот момент стало очевидно, наша проявленная воля – это ключ, потому что мы – представители своего рода. Как когда-то Андроник, Ирина и Исаак защищали свой дом, свою истину, свою землю, так сегодня в этом воплощении встаем мы – Виктория, Евгений и Марк. Мы проявляем волю и отказываемся носить ярлыки, приклеенные чьими-то грязными руками и намерениями. Мы отказываемся кормить культ Люцифера своей энергией. Мы возвращаем всю ложь, все подмены, всю магию туда, где это было создано. По конам Вселенной. По тем же принципам, которые Хеллингер раскрыл в семейных расстановках. Каждому свое и только свое.